Эй, друзья, всем привет! Сегодня долгожданный обзор нового слайдера Tron от Blood Irons. Собственно, машинка уже месяц в моих руках, и я каждый день почти что работаю ей по 5-6 часов, а то и более. Мы успели окунуть ее в огонь, воду и медные трубы, испытать ее всевозможными способами, сделать несколько технических нюансов, внедрений. И, собственно, перед вами продукт, который максимально будет позиционировать все ваши капризы новой школы, старой школы, те, кто пользуется премейдами, те, кто пользуется модулями, неважно. Эта тачка будет отвечать всем вашим критериям, потому что она действительно крутая. Сейчас я расскажу вам вкратце, что она из себя представляет. Как только она попала ко мне в руки, я удивился. Первое — это вес. Она гораздо легче собратьев по продукции бренда. Вы не найдете ничего даже близко стоящего к этому весу. Она сделана из легкого алюминия. Здесь убраны абсолютно все лишние детали. Как вы можете наблюдать, зажимной винт находится на центральной оси, куда погружается держатель. Поэтому она великолепно подойдет как для левшей, так и для правшей. Собственно, далее, нет никаких лишних деталей для того, чтобы крепить резинку. Здесь уже идет интегрированная в слайдерную систему зажимная часть под штангу или под, собственно, иглу. Крепление РЦА находится на верхней панели под очень приятным углом. Клипкорд не мешает вам, никуда не упирается, он не идет вверх, как хохолок попугая. Все отлично, все круто, это классный угол под 45 градусов. Далее, по бокам есть две панели, которые явно претендуют на кастомизацию, то есть в будущем вы сможете здесь явно делать любые свои дизайны. Сама машинка сможет окрашиваться, как и все предыдущие модели, разнообразными как порошковыми, так и другими напылениями. А под боковыми панелями вы сможете сделать фотографию любимой бабушки или рок-группы вашей школьной, чего угодно. Собственно, как только я подключил машинку, первое — это вес. Вес и отсутствие вибрации. Но подумал, что окей, тачка легкая, мелкая, наверняка сейчас будет какой-нибудь лаг с нагреванием. Ничего подобного. За 5-6-часовой сеанс машинка почти не нагревается. Я ставил ее как в холостую, так и в режиме жестких сеансов во время как конвенций, так и работы в студии. 5-6 часов машинка спокойно выдерживает, нет никаких перебоев и скачков относительно вольтажа. Тот вольтаж, который задан в самом начале, машинка выдерживает вместе с ним стопроцентную продуктивную работу до самого окончания вашего длительного сеанса. Я ее использовал как универсал. В сеанс у меня уходит порядка 5-6 позиций разнообразных модулей. Я использую ее и с иглами типа Round Shader, и с иглами типа Round Liner, и с Round Magnum'ами. Поэтому я ее испытал во всех сложностях. Это и плотный вкрас, и цветовые переходы. Она себя показала удивительно круто. Правда, это первая тачка, которая настолько мне понравилась относительно того, что производит бренд Blood Irons. Потому что эта тачка — это новый виток эволюции, в которой уже нет ничего лишнего. Это действительно новый шаг, новой эры. Черт, она мне заменила все, что было у меня до этого. Очень круто, что бренд продвигается и бренд выпускает новые продукты. Здесь нет ничего лишнего. Я ее беру, работаю ей целый сеанс, откладываю и понимаю, что у меня не будет с ней никаких проблем, мне не нужно будет ничего смазывать, у меня нет никакого нагрева мотора, ничего. Так что крайне всем рекомендую попробовать это орудие вкраса, ведь мощность и производительность у этой машинки на огромной высоте. Собственно, вам остается только испытать новую тачку, а мне продолжать ей красить и украшать людей. Так что дерзайте, это абсолютно новый продукт для абсолютно новой школы.